Это есть очень интересная шкала мотивации, внизу которой находятся деньги, а сверху которой находится долг. Эти люди обычно бездеятельны абсолютно. То есть его убивает не нечто, пронесшееся мимо, его убивает то, что он ничего не делает. Вдохновение – это просто эмоция. И когда человек имеет это вдохновение, он в этот момент творческий человек. Ужасно, когда какой-то талантливый человек сидит, и о нем вообще никто не знает. Есть вы, кто верит в это дело, кто эту жизнь просто туда вливает в этого несчастного, который к вам попался. Я гениальный повар, а что ты умеешь готовить? Ну, вообще-то, яйцо умею варить. Он вообще ничего не умеет, и он себя обесценивает. И тут к нему приходят волшебники и говорят, да ты можешь. И они вот это делают. И он смотрит на себя и говорит, правда, я могу? Вы просто увеличиваете уверенность человека в себе. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях президент общественной организации «Нарконон», одна из лучших лекторов антинаркотического образования Европы и СНГ, Марина Грибанова. Этот человек уникален и той миссией, которую она делает для людей на Земле, и сама по себе. Вот я, познакомившись, убедилась, что действительно такая миссия дается только особенным людям. Все, что входит там в мои лекции там, или семинары, или еще что-то, это не мои открытия. Ну, то есть, я бы, наверное, не хотела быть вот тем человеком, который совершил эти открытия, потому что мне хватает и моей славы. Это, между прочим, даже вот в этом небольшом объеме достаточно хлопотно. Особенно, когда ты там первооткрыватель или у тебя огромное количество открытий, которые могут перевернуть и улучшить жизнь любого человека, но ты вообще просто, можешь сказать, мишень. Вот. Поэтому не я автор Рон Хаббард. И когда он рассматривал как бы составляющие человека, для того, чтобы помочь решить какую-то проблему, нужно ее разложить на какие-то части. То есть вот мы видим человек, и вот у него есть какие-то проблемы. Где, что, как. Вот у него разложено, так сказать, вот все выживание человека, то есть вся его жизнь, которая у него есть, вот все силы, там энергия, все, разложены по 8 областям. То есть это он назвал их динамики, это как импульс к чему-то, к существованию. И там идет вот первая динамика, касается тела, разум, там как бы как личность там и так далее. Вторая динамика – это ваша семья, секс, дети, родители, муж, жена, вот такое. Третья динамика – это ваша группа от ваших друзей до вашего подъезда, до города, до нации. Четвертая динамика – это человечество. Пятая динамика – это животный и растительный мир. Шестая динамика – это все, что касается материи, энергии, пространства, времени. Седьмая динамика – духовная, все, что только может быть. Восьмая динамика – то, что относится к Богу и что мы не рассматриваем. Существуют ли нетворческие люди? Вот это вопрос хороший. Я думаю, что нет. Но как бы человечество, как бы у нас в культуре, вот на планете Земля, принято считать творчеством вот то, чем вы занимаетесь. То есть это вот как бы картины, фотографии, кино, да, это может быть там одежду шьет, что-то вот такое, театр, да. Сейчас уже Дальше мы идем, смотрим, опять же, повара, творчество, хорошо. Творчество. А человек, который болванки, где-нибудь там на заводе клепает. Это механическая работа. Механическая, хорошо. А вот этот клепает так, а этот клепает иначе. То есть подойти творчески к любой работе можно. Да. И вы можете себе представить, вот как бы, понятно, что картины рисуешь, ты творческий человек, а попробуй быть творческим, клепая болванки. Это не каждый сможет. Не каждый сможет. Вдохновение – это просто эмоция. И когда человек имеет это вдохновение, он в этот момент творческий человек. 100%. А какая разница, что он делает? Может, он вдохновенно идет по улице. Но как бы количество этого творчества у каждого человека свое. Вот количество у всех разное.
Я хочу спросить за наше направление. А занимаемся мы кинофототерапией. Это терапия через изображение, и человек, проходящий ее, решает свои проблемы путем создания фильма. Идея вообще очень хорошая, что вы... То есть идея заключается в том, что вы обратили внимание, что это как-то меняет людей. Что может изменить людей? На самом деле это бесконечный спектр. И в основе этого спектра лежит деятельность. То есть люди, которые находятся в низком тоне, если мы берем шкалу тонов, где-то там в апатии, эти люди обычно бездеятельны абсолютно. То есть его убивает не нечто, пронесшееся мимо, его убивает то, что он ничего не делает. Потому что бездействие – это самое тяжкое, что только можно вообще. Хуже не бывает. Это просто полностью человека уничтожает. Любого. Это человек, вот у нас депрессия, да, это, жены там богатых бизнесменов, бедная, просто измучилась. Понимаете, просто вот все есть и ничего не делать. Я не говорю про всех, да, я говорю о феномене таком, да. То есть бывают такие случаи. Я не говорю, что все жены всех богатых бизнесменов вот такие бездельницы. Но это как образ, да, вот она сидит, ее кормят, поют, одевают, она не работает, целый день ничего не делает. Можно сойти с ума, конечно, будет депрессия. То есть на самом деле любая деятельность выведет человека из этого состояния. Причем вообще рекомендовано человеку в таком состоянии начинать хотя бы что-то, как я на этом говорила, там окна мыть, полы мыть. Да, хотя бы передвигать вещи, хотя бы убрать. То есть рядом должен ходить человек, который должен... Но вы берете, смотрите, здесь связано это именно с вами. Это мое мнение лично. То есть это не то, что какая-то система терапии, лично для меня, как я вижу. Есть вы, кто верит в это дело, кто эту жизнь просто туда вливает, в этого несчастного, который к вам попался, кто делает это в том тоне, в котором нужно, потому что вы общаетесь именно так, как они вас могут слышать, который вытягивает этого человека, и который обладает уникальной способностью не замечать недостатки, а все время подчеркивать какие-то достоинства и плюсы. Это редкость для людей вообще в принципе. И это в принципе ваш талант. То, что вы делаете, это ваше. Это невозможно описать и сказать, делай А, делай Б, делай В, вы умрете и передать кому-то. Возможно. Это должен быть человек. Даже нужно. Просто что люди нашей команды, вот кто будет в этой терапии дальше работать, и кто работает сейчас, они отличаются именно вот характером. Да. Это единственная вещь, потому что профессионализму научить можно любого. И это не характер. Это цели человека. И вот цель помогать другим, особенно когда это еще безвозмездно какое-то время делают, да, это единицы, простите. Это не масштабируется. Это в принципе не масштабируется. То есть, как технологию это выписать, это достаточно сложно. Тем более, что в принципе есть технологии, которые быстрее выводят человека из этого состояния, да. Но это уникально по своей идее, потому что на самом деле это как человеку, который сидит, ему вообще все безразлично, ему как-то вот вытащить творчеством, понимаете, и как-то вот влить в него эту веру, что он может и что он лучше, чем он есть на самом деле, это потрясающе на самом деле. То есть да нет, он и есть на самом деле лучше. Да, конечно, он есть, но он думает, он же этого не видит, да. То есть, во-первых, открыть ему глаза. Да, во-первых, тут должен человек, который это увидит, понимаете, то есть то, что связано с искусством, прежде всего тот человек, который это делает, должен быть гениальной творческой личностью. И теперь нам надо отобрать гениальных творческих личностей, это раз. Это первый отбор. Второй отбор. Тех, которые захотят помогать другим, еще меньше. Тех, которые способны помочь другим, еще меньше. Тех, которые способны в других увидеть, какой он есть на самом деле, еще меньше. Это не масштабируется. Я все равно очень надеюсь, что какой-то масштаб это может приобрести. И, наверное, такой, который... По крайней мере, это может приобрести известность и дать людям
во-первых, надежду на то, что вообще они не потеряны, что есть что-то, что может их спасти. Это уже много. Второе, вообще саму идею, что с помощью творчества и с помощью того, что о человеке вот снимают кино про него, это вообще какая-то на голову не натянешь. Это реально гениальная идея. Ну, то есть человеку приходит, говорит, мы о тебе, с тобой снимем кино. Ну, во-первых, если это девочек касается, я думаю, что, ну, большинство девочек, ну, когда-то мечтали в кино. Мальчики, я не знаю, но девочки мечтали. У меня же еще есть идеи групповых фильмов, которые я, к сожалению, еще ни разу не воплотила, но я понимаю, что это уже проще. Когда это групповой фильм, когда мы все вместе собираемся, у каждого какая-то роль определенная. Работа с группой, еще ответственность друг за друга. То есть тут получается, что человека вытягивают из привычной обстановки в какую-то сказку на самом деле. А мне кажется, что, ну, как бы вот такую вообще сказочную сказку, ну, тут я не уверена, но это я сейчас прям так подумала. Вот когда ты в очень плохом состоянии, а тебе вот это говорят, то оно может даже реальней покажется, чем что-нибудь более простое, которое кажется нереальным. То есть, в принципе, это, конечно, работающая вещь, она абсолютно уникальна. То есть люди взяли и придумали, я там знаю сколько всего, я могу объяснить, почему это работает. Они даже не знают, почему это работает, но они это сделали, и у них получилось, это просто вообще абсолютно уникально. Ну, это реально мечты чьи-то можно Да. Сейчас пошел в сериал, нанялся и все. Но он никогда не пойдет. Потому что он знает, что это выйдет на широкий экран. Кто-то увидит, а он выглядит нехорошо. Он вообще ничего не умеет. И он себя обесценивает. И тут к нему приходят волшебники и говорят, да ты можешь. И они вот это делают. И он смотрит на себя и говорит, правда, я могу? И это единственное, что может, вот это я могу, уверенность. Вы просто увеличиваете уверенность человека в себе. А это все из чего состоит, понимаете? Есть самоуверенность, Господи, прости. Есть вообще полная неуверенность, ужас ужасный. А есть уверенность. Вы его делаете здоровым. Потому что застревание может быть, а что мне делать? Это ужасное состояние. А могу ли я неуверенность? Это ужасно, это вне времени. А вы просто берете так, и он говорит, я есть. Пока вы есть, это есть. Может быть, кто-то подхватит или еще что, потому что я, например, знаю, что так лекции, как я, читать никто не будет. Я обучила кучу людей. И, ну, как бы вот 2 лектора еще есть, которые практически в чем-то мои учителя. Один в Америке, другой в Швеции. И уже достаточно пожилые. И уже ни один, ни второй, по-моему, не читает. И оно там потихонечку помирает. Вот. И я знаю, что это тоже не вечная штука, потому что это не есть технология. То, что я делаю, это часть искусства. И я знаю, что это смертно. Все. Поэтому я хочу сейчас быстрее сделать, пока и есть. Может быть, кто-то где-то появится. Я же тоже появилась, тоже человек, который боялся панической аудитории и выступать на сцене. Ну, нормально, да? Не верится, если Да, честно. то есть я хотела вот помогать детям, и я решила, что я вот должна. Я увидела, что так вот человек это делает. И я думаю, ну а что, а кто, если не я? Это есть очень интересная шкала мотивации, внизу которой находятся деньги, а сверху которой находится долг. Я понимаю, что я туда вкладываю, первое, элемент театральности. Второе, там в лекциях большой элемент сатиры, а я это люблю. А сатира не каждому дана. Я теперь это понимаю. Ну, то есть есть люди, которые могут вот это вот пошутить с сарказмом там на сцене и на все это посмотреть вот таким образом. А есть люди, которым вот как бы не дано это. Ну, не дано. А мне оказалось дано. Я не знала. Оно вот как проявилось само. Ну, вы видели меня. Ну, я же все время что-то пошутить. Да, да. Вот так все время где-то вставить. А когда там дети сидят, только этими занимаешься, там же дети. Там поводы постоянно. Все, поэтому это просто естественно. А у других это, естественно, не получается. У них все серьезно очень, понимаете? А эти лекции, когда очень серьезно, не работают. Вот самые первые записи, видеозаписи лекции, или я не знаю, с чего начиналось. Лекции. То как вот было восприятие себя? Мой папа, когда мне было 6 лет, купил камеру «Кварц-2», по-моему, она называлась. Я помню, так мне звук нравился, как он стрекотал, вот это закручивал, вот это все. Я помню все эти звуки вообще. И меня снимают с 6 лет. Мне говорят, стой тут не ходи, там ты выходишь из кадра, в кадр не смотри. Для меня это с 6 лет. Я себя никогда не чувствовала, что я там в камера, что я там актер или еще кто-то. Там камера, там папа, родной человек, он снимает. Я смотрю себя, ой, прикольно, глянь, это я. Ой, смотри, папа, это я ем арбуз.
предположим. Ну или там папа меня снимает, как я переодеваюсь, извините, там трусы где-то на море. И я в ужасе, что он меня снимает. Очень нехороший был момент, честно говоря, в моей жизни. Прям травма буквально детская. А когда меня папа снимал, когда я падала 10 мая в речку, извините, холодную, я на дерево залезла, ну, мне было лет 14, наверное, где-то 13. Я сидела, как эта русалка вся, на дереве, на ветке, и вдруг эта ветка обломалась, и я рухнула прямо в речку. А папа снимает, потому что он у меня режиссер практически. И тут кадр нельзя упустить. Я говорю: папа, я упала в речку, я тону. Ну, выплывай, говорит мне папа, потому что он на посту, он снимает. Я на него, конечно, не обиделась, потому что я понимала, что, ну, это Ну, он знал, что плавать редкие дочка кадры, умеет. да, но все равно уже мокрая, а что бежать, да? Все равно в холодной воде, ну, я еще буду мокрой. Очень разумное решение, я считаю, так был кадр. То есть, как бы я вообще к этому привыкла, это раз. Второе. Я когда посмотрела, то есть, ну, это кадры, ну, не мое кино, вы понимаете, Да. это еще 8-миллиметровая пленка. Поняла. Вот. А когда вот мне сняли первую лекцию, это я читала, наверное, года 2, наверное, или 3 уже. И кто-то снял, да, и мне кассету дали. Я посмотрела, думаю, неплохо. То есть мне понравилось, как я вообще... Прошел год, и мне сделали другую съемку. И вот ту первую, я думаю: господи, как я плохо читала лекцию. Как нудно, серьезно так, нравоучительно, фу, какая гадость. И мне сняли вот другую. И я думаю: о, вот это да. А через время вот у нас была идея этого проекта по школам эти диски распространить. И это было прям вот под проект, тоже две. Одна была и вот эта, которая стала популярной. Мне иногда говорят: давай переснимем. И мы пересняли. И еще сняли. Популярно все равно это. И вот на лекции я знаю, что я могу интереснее рассказать. И снимали с более интересным текстом. Но здесь как-то сняли так, я не знаю. Это не самые лучшие камеры, не самые лучшие, ну, как бы, супер-пупер профессионалы. Это два свадебных парня, которые свадьбы снимают. Монтировали, ну, вместе со мной. Ну, он мне показывал, что он монтировал. Я говорила: вот это надо, вот это не надо. Ну, в принципе, очень маленькое мое вмешательство было. Вот. Были очень хорошие дети художественного лицея. То есть это были будущие художники, архитекторы. Я знала, что там, ну, удачная сцена, удачного размера, там все. И я там сняла эту лекцию, и, в общем-то, это первая лекция, которую я могла смотреть, и мне было каждый раз интересно. А когда ты просто слушаешь себя, если бы это просто было, я не для кого-то что-то делаю, я на себя посмотрела. Да, мне голос мой не нравится. Я хотела еще в конце, если можно, попросить у вас какое-то пожелание вот для нашего направления. Я считаю, что это совершенно уникальная штука. И я думаю, что вам надо продолжать. А пожелание, которое я хочу сделать, вам надо как-то эту идею продать, чтобы вам какие-то спонсоры деньги давали. Потому что, судя по всему, те люди, с которыми вы работаете, по-моему, как-то, ну, не те, которые особо платежеспособны. Вот. Но идею я вам сейчас хочу вот какую дать. Почему это важно. Каждый человек сам знает, что для него является обменом. И на самом деле деньги не все решают, и мы с вами это прекрасно знаем. То есть на самом деле, когда я читала первые 3 года лекции совершенно бесплатно, и как бы у меня уже дистрофия была, а дети у меня ели, ну, как бы травку в основном, и 4 окорочка в месяц это было все, что мы могли позволить, вот, я была необыкновенно счастлива, потому что я уезжала с лекции и читала детские отзывы. И когда там кто-то пишет: я собиралась сегодня принять наркотики, вы можете себе представить эту драматургию? Я же тоже я прям сейчас с вами разговариваю, прям реально мыслю как драматург. Ты едешь в троллейбусе, читаешь штук 100-200 отзывов, которые ты собрал за день, да? 500. И тебе попадается: сегодня пообещала с друзьями первый раз попробовать наркотик. И я этого не сделаю никогда. Но это жесть. Ты понимаешь, что ты сейчас сделал судьбу человека. Да. И когда этого много, какая еда, какие деньги? Ты и жизнь спас. И еще такая вещь, что люди, которые что-то получают, а взамен ничего не дают, они себя чувствуют плохо. Вот эти люди, которые разбрасывают все всем: а давайте-ка вот мы вот всех осчастливим.
На самом деле в ад ведут людей, тех, которые им никакой обмен не делают. Вы устраиваете ад этим людям, которые не делают обмен. Они что-то должны сделать, то, что для них хотя бы является обменом, поскольку на высших уровнях, так сказать, понятно, что мы вам это, а вы нам то, и все, и нам всем хорошо. Но оставлять людей без возможности обмена – это людей сделать преступниками. Поэтому я и делаю лекции платные. И я всегда спрашиваю у родителей, я знаю, что это не стоит 50 гривен. То есть это стоит дороже. Это 100 пудов стоит дороже. Но я у родителей спрашиваю, если мне там спрашивают, как сделать лекции, сколько это стоит. Я говорю, смотрите, это должно стоить столько, сколько может принести каждый родитель в вашей школе. Мы исключаем тех, которые вообще гривну не могут вообще принести, вообще помирают от голода. Эти, как обычно, там есть эти льготные категории, они бесплатно идут, там все. Но обычный родитель может 50 гривен себе позволить раз в жизни заплатить за ребенка, чтобы сделать профилактику наркомании. За спектакль он платит 50 гривен. Отлично. Кино стоит 50 гривен сейчас? В кино сходить? По-моему, подороже. Подороже, да. Все, годится. Делаем 50 гривен. Но чтобы все. И я с этой мыслью, вы не поверите, я с ней сживалась 3 года, пока голодала. Потом, нехорошо. Это же всего лишь помощь. Как мне одна подруга говорит, Марин, я просто помогаю, я же не могу, я хорошая людям делаю, брать за это деньги. Я говорю, извини, ты едешь на трамвае, человек, который тебя везет, он делает плохое? Вы пришли в магазин, вам продали что-то, этот человек получает зарплату. Он плохое делает? Каждый человек, который что-то делает в этом мире, он вам помогает. Мы все окружены помощью. Но почему за эту помощь надо платить? А за эту, которая, может быть, жизнь спасла, не надо. Алло, гараж. Да, в этом явно несоответствие. Это несоответствие. Я знаю, что у нас планета несправедливая. Я понимаю, что это несправедливость. Так, ребята, а мы-то должны как-то уравновешивать, если мы умные люди. 20 лет я потратила, чтобы вылезти. Да, 3 года, да, я брала потом 50 копеек. Я еще голодала лет 10. И я еще вот в этом вопросе не достигла даже какого-то приемлемого уровня, потому что так, как я вижу, как ко мне относятся люди и как они меня ценят, это совершенно не 300 гривен. А вам я желаю, чтобы это действительно вам ничего не надо, никому не надо обращаться, вам не надо то, что вы делаете, вам не надо искать помощи каких-то специалистов, господи, с дипломом, не надо, вы самодостаточны. Вам не нужны консультанты. Вы можете консультировать других. Вы же видите, что дает результат. Отметили себе. Немножко научной практики вам нужно. Ага, когда вот это, отлично, записали, запомнили. А вот тут вот это удачное. То есть, если что-то удачное сделали, запомнили. То есть, вы даете подтверждение хорошему, вы игнорируете плохое, вы вдыхаете туда уверенность. Вы не даете человеку согласиться с тем, что он никто. Вы не позволяете ему согласиться с тем, что он неспособный. Все. И это единственное, что возрождает человека. По крайней мере, из грязи вытягивает. И он уже способен там дальше учиться, изучать, еще что-то делать. Это уникальная совершенно вещь. Все, я вам желаю не бросать, процветать и начать брать хотя бы небольшие деньги на хотя бы расходные материалы. Спасибо вам за совет, который еще как одно подтверждение, как же нам правильно двигаться.